Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Предлагаю вновь отвлечься от eFootball и от PES в частности, и вновь обратить внимание на UFL. 23-й год приближается, а именно в 23-м году разработчики обещали выпустить свой продукт. Ну а перед этим они продолжают делиться закулисьем своей работы. И не так давно на их официальном YouTube-канале вышел ролик, который посвящен кат-сценам в игре, а также некоторым анимациям футболистов, о чем и предлагаю поговорить в данном ролике. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку именно ваши лайки — это двигатель прогресса для этого канала. Не забывайте делиться впечатлениями от увиденного в комментариях, ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Если вам нужны монетки для мобильной версии eFootball, то хочу порекомендовать вам телеграм-канал Mikas Shop. Ребята давно занимаются донатом в мобильных играх и недавно вышли на наш FUTSIM. Быстро, надежно и недорого. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. На самом деле, кат-сцены — это неотъемлемая часть любого футбольного симулятора и достаточно важная, как по мне, поскольку именно они позволяют воссоздать ту самую телекартинку и впечатления и ощущения футбольного праздника. И радует, что в свое время разработчики это прекрасно понимали, а поэтому включали в свои игры подобные элементы. В последнее время у Konami с этим все достаточно плохо, но те же самые Electronic Arts вроде как держат поднятую планку. И это один из немногих моментов, который выглядит очень даже неплохо в их игре. Но как же с этим дело обстоит у UFL? А я бы сказал, что очень даже неплохо. Продемонстрированные в ролике кат-сцены выглядят очень даже достойно. Анимация ничуть не хуже, чем, например, в Pro Evolution Soccer. А если вы подписаны на канал давно, то знаете, что лично я в PES кат-сцены не очень-то ценю из-за каких-то вот корявых и деревянных движений. То есть анимация во время кат-сцен в UFL выглядит не хуже, чем в предыдущих частях PES, именно в кат-сценах. Они не выглядят лучше, но опять же не выглядят хуже. И это на самом деле тоже неплохой уровень, как по мне. Разработчики продемонстрировали несколько типов кат-сцен, которые возникают во время игровых моментов, то есть угловых, аутов, штрафных, пенальти, и также кат-сцены с празднованием голов. И если второе еще более-менее как-то коррелируется с онлайн-игрой, то с первым могут быть проблемы. Ведь мы все с вами знаем, что UFL это именно онлайн-игра, а зачастую принято, что в онлайн-матчах кат-сцены особо-то и не включаются. Подобная практика распространена как в FIFA, так и в eFootball. И есть даже отдельный тип игроков, которые жалуются на кат-сцены, что их нельзя пропустить, и они замедляют ход игры. И вы просто представьте, если таким игрокам попадется кат-сцена во время игры в UFL, будь то штрафной или пенальти, и перед этим проигрывается неплохая, но тем не менее кат-сцена, которая замедляет тот самый пресловутый темп игры. Да они же просто с ума сойдут. Лично я не против кат-сцен, и мне очень даже нравится, как они способствуют разнообразию игрового процесса. Но опять же повторюсь, есть такие игроки, которые кат-сцены просто не воспринимают, как в онлайн-матчах, так и в офлайн. Еще не менее интересный момент: во время демонстрации кат-сцен они показали несколько примеров именно старой анимации и обновленной анимации. И здесь на самом деле применен интересный ход. Старые анимации показывают куда в худшем качестве, при использовании худших моделек и при использовании худшего освещения, в то время как демонстрация новых кат-сцен сопровождается куда более лучшим качеством модельки, освещения и в целом построением кадра. Скажем так, разработчики невольно настраивают игроков на то, что картинка у новых анимаций выглядит лучше, и соответственно новые кат-сцены выглядят куда лучше предыдущих. Но помимо кат-сцен, разработчики также рассказали о строении скелета у футболистов, как они двигаются, за счет чего они двигаются, как будет происходить их моделирование их движений и прочие моменты из этой области. Если вкратце, то раньше у моделек использовалось куда меньше точек соприкосновения. Теперь же модели чуть более подвижные, у них больше точек для, скажем так, редактирования, и это способствует куда более гибкому редактированию как движений, так и внешности. Условно, для создания игроков разработчикам раньше требовалось несколько типов моделей. Теперь же они могут делать разные типы игроков на одной модельке. Для нас с вами это почти ни о чем не говорит, но для разработчиков это заметно облегчает жизнь. По традиции, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного и увиденного. Как вам кат-сцены, продемонстрированные в UFL, и насколько вы считаете уместными наличие подобных кат-сцен в онлайн-матчах, которые потенциально могут убить ваш темп игры. Делитесь своим мнением в комментариях, ну а также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку именно ваши лайки способствуют продвижению роликов. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании, там мы публикуем много интересного контента. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые.
У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр. Желаю вам приятной игры в ваши любимые футбольные симуляторы. Ну и до встречи в следующих роликах. Всем удачи и пока.